Давайте скорее посмотрим, как красиво и сочно все выглядит на разрезе. Мне просто не терпится поделиться этим с вами. Путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Да, это выражение немного надоевшее, но тем не менее всем нам, независимо от пола, нравится вкусный праздничный ужин. Сегодня мы с вами готовим 3 шикарных рецепта из мяса, которые понравятся всем и украсят любой праздничный стол. Меня зовут Мария Мироневич, и мы начинаем готовить. У меня полкило фарша из индейки, присаливаю, перчу по вкусу, у меня смесь перцев. Добавляю половину чайной ложки паприки, половину чайной ложки приправы карри, 1/4 ложки базилика и орегано. Аромат просто невероятный, и наша задача сейчас просто смешать фарш, соль и все специи. Я начинаю работать с помощью ложки. Теперь придется немного поработать руками обязательно. Когда вы работаете с фаршем и готовите котлеты или что угодно, нужно хорошенько его отбить. Это я сейчас и делаю. Фарш я отбила и разделила на равные кусочки. У меня их 4. Руки я смочила водой. В руках у меня наше будущее изделие. А готовим мы с вами, кстати, люля по моему супер вкусному, простому и быстрому рецепту. Теперь наша задача с помощью рук хорошенечко вот такими давящими аккуратными движениями формуем люля-кебаб. Вот такая люля у меня получилась. Теперь прямо в середину аккуратно втыкаю бамбуковую шпажку. Вот у нас появился кончик. Прямо на шпажке мы еще немного обминаем для того, чтобы шпажка у нас оказалась в середине. И во время приготовления с нашими люля было все отлично. Итак, все выглядит просто супер. Я заранее подготовила стеклянную форму, дно выстелила пергаментом. Отправляю в форму. Таким образом формирую все люля-кебаб. Все 4 люля я сформировала. Теперь время приготовить соус. Нам понадобится столовая ложка сметаны 20% жирности, столовая ложка томатной пасты и столовая ложка горчицы. У меня зернистая. Нам остается все просто перемешать, и у нас с вами получится пряный и очень вкусный соус для наших люляшек. Теперь нашим вкусным соусом щедро с помощью кисточки смазываю каждую люля-кебаб. Духовку я разогрела до 200 градусов. Отправляем наши люля-кебаб запекаться. Полчаса прошло, посмотрите, какая красота у нас получилась. Какие они невероятно сочные, потому что мы этим соусом, глазурью запечатали все самое вкусное внутри. Аромат невероятный. И как определить готовность? Вы видите, что сок, который выделяется, он прозрачный. Ну, конечно, он невероятно ароматный, еще и вкусный. Полчаса – это то время, которое необходимо. Отправляем наши сочные, красивые люля на тарелку. Разрезаем и посмотрим, что она получилась полностью готовая. Они получаются очень сочными и благодаря добавлению специй ароматными. Давайте скорее отломим кусочек. Индейка отлично подходит для приготовления люля-кебаб. Она отлично держится на шпажке. И, конечно, она вкусная и очень быстро готовится. Приятного аппетита! Для следующего рецепта нам понадобится 300 граммов вот такой свинины, у которой есть небольшая прослойка жирка. Я ее сейчас нарезаю на полоски. Полоски затем нарезаю на мелкие кубики. Мясо, нарезанное кубиком, пока убираю в сторону. У меня есть половинка красной луковицы. Разрезаю ее еще напополам. Нарезаю на тонкие ломтики. Затем нарезаю мелким-мелким кубиком. И еще немного измельчаю лук, чтобы он был как можно более мелко нарезан. Нарезанный лук отправляю в миску к свинине. Добавляю 4 зубчика чеснока. Я их пропустила через пресс. Добавляю столовую ложку зернистой горчицы и столовую ложку соевого соуса. Перемешиваю мясо со всеми специями для того, чтобы оно замариновалось и стало невероятно вкусным и ароматным. Пока свинина маринуется, я взяла заранее приготовленную филе куриной грудки. Теперь беру большой острый нож и разрезаю куриную грудку напополам.
Работаю ножом так, чтобы до конца ее не разрезать. Нам нужна с вами этакая книжка. Вот такая у нас с вами получилась книжка из филе. Теперь я немного отбиваю для того, чтобы когда будет мясо запекаться, все в него лучше впитывалось и было оно еще более нежным, несмотря на то, что куриная грудка и так очень нежное мясо. Также отбиваю с другой стороны. На доску я уложила кусочек фольги, отправляем туда нашу книжку из куриной грудки. И я беру свинину, которую мы с вами замариновали. Да, мы с вами будем фаршировать куриную грудку мясом. Это невероятно вкусно. И, я не знаю просто, как вам это описать. Я просто хочу, чтобы вы попробовали приготовить этот рецепт. С помощью зубочисток скрепляю с одной стороны. И затем таким же образом скрепляю с помощью зубочисток с другой стороны. На листочек фольги я уложила грудку с начинкой по диагонали. Теперь заворачиваю и таким образом поступаю с каждым кусочком. Все конверты я подготовила. Отправляю их в духовку, разогретую до 200 градусов. 40 минут прошло, я достала конвертики из духовки. И теперь давайте аккуратно раскроем. Просто посмотрите, насколько все сочно. Теперь щедро смазываю нашу лодочку соевым соусом. Сверху каждой лодочке отправляем кусочек сыра. Сыр весит около 20 граммов. У меня сыр Гауда. И я отправляю на режим конвекция на 5 минут. Если у вас такого режима нет, просто на 5 минут еще в духовку. Минут пролетели быстро, наши лодочки готовы. Аккуратно вытаскиваем зубочистки, которые нам больше не нужны. Как вы видите, из лодочки просто сочится сок. Настоящий деликатес. Обязательно приготовьте. И вот настало время посмотреть, какая невероятная красота и вкуснота у нас с вами получилась из действительно самых обычных продуктов. Куриная грудка по такому рецепту никогда не получается сухой. Она пропитывается всеми соками и ароматами. Обязательно побалуйте свою семью и близких и приготовьте им такие вкусные лодочки со свининой. Для следующего рецепта нам понадобится одна средняя луковица. Я ее нарезаю сначала на вот такие полукольца, а затем нарезаю кубиком. Сладкий перец я нарезала на полосочки и теперь также нарезаю мелким кубиком. Отправляю лук и перец в миску для смешивания. Добавляю столовую ложку томатной пасты, столовую ложку горчицы, столовую ложку соевого соуса. Теперь все необходимо перемешать для того, чтобы овощи замариновались. Один томат нарезаю колечками. Мне необходимо 6 колечек. Вы можете использовать томатики черри или совсем отказаться от томата. На противень я постелила фольгу, чтобы можно вот таким образом ее было завернуть. У меня 6 медальонов, медальоны из свинины. Отправляю их на фольгу. Я не использую ни соли, ни перца, отбивать тоже не нужно, потому что мясо очень нежное. И мы обойдемся без каких-то лишних действий. Медальончики на фольге. Остается отправить на них нашу вкусную овощную пикантную подушку. Таким образом делаю подушку на всех медальончиках. Сверху каждого медальончика отправляем по кружочку томата. Да, какие-то получаются больше, какие-то меньше, но самое главное, чтобы томатики у нас были везде. Это тоже добавит сочности, ну и на самом деле это просто и красиво, и вкусно. Все готово. Теперь я заворачиваю фольгу таким образом, чтобы медальоны оказались внутри. Края я защипляю для того, чтобы у нас сок, который будет образовываться во время запекания, наши медальончики не оставлял. Отправляю в духовку, разогретую до 200 градусов. Прошло 40 минут, я достала наш шикарный конверт с медальонами из духовки. Просто посмотрите, какая супер горячая и сочная вкуснота у нас получилась. Что сделать с фольгой, которая нам только мешает? Я ее просто отрезаю ножницами. Каждый красивый, супер аппетитный и невероятно ароматный медальон накрываю ломтиком сыра. У меня сыр Гауда. И отправляю на конвекцию на 5 минут.
Вы просто посмотрите, какая красота получилась. Запах просто на весь дом. Получается очень нежно, очень вкусно. Ну что я вам рассказывать? Давайте скорее смотреть, какая вкуснота получилась. Все получается очень вкусно, румяно, сыр тянется. И, конечно же, давайте скорее посмотрим, как красиво и сочно все выглядит на разрезе. Мне просто не терпится поделиться этим с вами. Сыр невероятно тянется. Все очень красиво, отлично режется, готово к подаче. Мясо никогда не получается сухим, потому что мы замариновали овощную подушку, еще добавили помидорку, кусочек сыра. Все, что нужно для шикарного ужина, для того, чтобы приготовить быстро, просто из обычных продуктов вот такую чудесную вкусноту, обязательно приготовьте и, конечно, напишите мне ваш отзыв. Приятного аппетита! Какой рецепт больше всего понравился вам? Обязательно напишите в комментариях. Конечно же, жду ваши отзывы. И если вам нравится наше видео, прошу вас оценить нашу работу. Поставьте лайк. Конечно, подписывайтесь на канал. Впереди много классных, простых и, конечно, вкусных рецептов. С вами была Мария Мироневич. Я желаю всем добра и любви.